Иногда жизнь преподносит такие сюрпризы, от которых рушится весь мир. Казалось бы, обычная семья, муж, жена, ребенок, любовь и взаимопонимание. Но за внешней благопристойностью могут скрываться самые чудовищные тайны, способные разрушить не только отношения, но и человеческую душу. История Юли – это история о предательстве, боли, но также о силе, которая помогает подняться даже после самых тяжелых ударов судьбы. Тихий осенний день окутывал город серой дымкой. Моросящий дождь стучал по асфальту, создавая меланхоличную музыку увядания. Юля стояла у окна своей уютной квартиры, бережно держа на руках двухлетнего сынишку Максима. Его большие карие глазенки внимательно рассматривали мамины движения, а маленькие ручки тянулись к ее лицу, словно пытаясь поймать каждое ее слово. «Максимка, мы сейчас к бабушке с дедушкой поедем», – нежно проговорила Юля, целуя сына в макушку. Ее голос был теплым, как осенний плед, который она накинула на плечи. В доме пахло свежесваренным кофе и домашним печеньем, которое она испекла утром. Муж Игорь, высокий и статный мужчина, 35 лет, собирал документы для командировки. Его лицо было сосредоточенным, но в глазах читалась усталость. Он уже несколько недель почти не бывал дома, ссылаясь на срочные проекты в компании. «Я, к сожалению, не смогу вас проводить», – виновато сказал он, не поднимая глаз. Срочное совещание в компании. Юля понимающе улыбнулась. Она привыкла к его загруженности. Они были образцовой семьей, где друг друга понимали с полуслова. Игорь всегда был надежным, заботливым мужем, а Юля – любящей женой и матерью. Но что-то в его поведении последнее время настораживало. Он стал более замкнутым, часто задерживался на работе, а его телефон теперь всегда лежал экраном вниз. Поезд мерно стучал колесами, убаюкивая пассажиров своим ритмом. Юля смотрела, как за окном мелькают осенние пейзажи, золотые деревья, туманные поля, редкие домики, затерянные в дождевой дымке. Максим спал, положив голову ей на колени. Его дыхание было ровным, а лицо спокойным, как у ангела. «Какой же ты у меня хороший», – шептала Юля, проводя рукой по его кудрявым волосам. Она чувствовала, как ее сердце наполняется теплом. Максим был ее смыслом жизни, ее маленьким чудом. Родители встретили их с невероятной теплотой. Мама Нина Петровна, женщина с мягкими чертами лица и добрыми глазами, тут же взяла внука на руки, осыпая его поцелуями. Отец Виктор Семенович, высокий и строгий на вид мужчина, помогал занести вещи, хотя в его глазах читалась нежность. «Я подумываю Максимку у вас оставить», – призналась Юля за чаем. «Игорь сейчас очень занят, а я хотела бы недельки-две побыть с ним наедине». Родители только обрадовались такой перспективе. Нина Петровна сразу начала планировать, как они будут гулять с внуком, а Виктор Семенович пообещал показать Максиму свой сад, где росли яблони и груши. Внезапное решение – вернуться раньше. Отец Виктор Семенович, высокий и строгий на вид мужчина, помогал занести вещи, хотя в его глазах читалась нежность. «Я подумываю Максимку у вас оставить», – призналась Юля за чаем. «Игорь сейчас очень занят, а я хотела бы недельки-две побыть с ним наедине». Родители только обрадовались такой перспективе. Нина Петровна сразу начала планировать, как они будут гулять с внуком, а Виктор Семенович пообещал показать Максиму свой сад, где росли яблони и груши. Юля решила удивить мужа, приехав на 2 дня раньше. В голове родились романтические фантазии, встречи, объятия, тихий вечер вдвоем. Она даже купила его любимое вино и приготовила ужин, который взяла с собой. Ключ в двери. Тихо. Странно тихо. Женские духи. Чужие туфли в прихожей. Кружевное белье на диване. И голос из ванной комнаты, мужской, интимный шепот. «Я соскучился. Давай быстрее». Юля окаменела. Ее мир разваливался на части. Сердце заколотилось так сильно, что она едва могла дышать. Руки дрожали, а в глазах потемнело. Она не хотела верить своим глазам, но реальность была неумолима.
Юля выбежала из квартиры, как загнанный зверь. Слезы жгли щеки, перехватывало дыхание. Она не помнила, как оказалась на улице. Ее ноги сами несли ее куда-то, подальше от этого кошмара. Руки дрожали, когда она доставала телефон. Единственный человек, который мог ее сейчас поддержать, старшая сестра Елена. Дрожащим голосом Юля набрала номер. Один гудок, второй, третий. «Алло?» Взволнованный голос сестры резанул по нервам. «Лена», – всхлипнула Юля, – «мне нужна помощь». «Игорь. Он изменяет». Молчание повисло в трубке. Потом тяжелый вздох. «Успокойся. Через час буду дома. Жди меня», – твердо сказала Елена. Юля блуждала городскими улицами. Дождь то усиливался, то затихал, словно вторя ее внутренней буре. Люди проходили мимо, не замечая ее, растерянную, сломленную женщину с безжизненными глазами. Час тянулся бесконечно. Каждая минута была наполнена болью, предательством, отчаянием. У подъезда сестры Юлю встретила соседка тетя Валя, пожилая женщина с добрыми, понимающими глазами. «Что случилось, деточка?» – участливо спросила она. И вдруг Юля, не сдержавшись, выплеснула всю свою боль. «Не знаю, что делать. Муж изменяет, и я не понимаю, за что». Тетя Валя странно посмотрела. Ее взгляд был тяжелым, полным скрытого знания. «А ты знаешь, кто эта женщина?» – тихо спросила она. В глазах соседки Юля увидела что-то такое, от чего по спине пробежал холодок. «Неделю назад», – тихо начала тетя Валя, – «я видела, как твоя сестра Елена шла с твоим мужем. Они были очень близко, держались за руки. Я подумала было, что это просто встреча родственников, но…» Слова повисли в воздухе. Юля похолодела. Внутри нарастала какая-то невыносимая, режущая боль. «Что вы говорите?» – прошептала она, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Тетя Валя положила руку ей на плечо. Ее глаза были полны искреннего сочувствия. «Прости, деточка. Но твоя сестра. Она уже несколько недель встречается с твоим мужем. Я видела их вместе. Они были слишком близки для родственников». Юля медленно оседала на землю. Ее крик, полный отчаяния, боли, предательства, разрывал осенний воздух на части. Предательство, двойное предательство, от мужа и от собственной сестры. Ее мир рушился. Земля уходила из-под ног. И единственное, что она могла, это кричать. Кричать от боли, от невозможности происходящего. Юля плакала. Не тихо, не сдержанно, она рыдала навзрыд, содрогаясь всем телом. Тетя Валя отвела ее к себе, дала ей стакан воды и укрыла пледом. Ее материнские глаза были наполнены состраданием. «Как так может быть?» – шептала Юля. «Лена. Моя родная сестра. Как? Телефон в руке, набрать или нет?» Сердце колотилось где-то в горле. Она набрала номер Елены. Один гудок. Второй. Третий. «Алло?» Спокойный голос сестры резанул по нервам. «Ты была с Игорем?» Тихо, угрожающе спросила Юля. Молчание. Длинное, тягучее молчание. «Я не хотела тебе говорить», – наконец ответила Елена. «Помнишь, 2 года назад, когда я развелась?» Голос Елены был монотонным. «Игорь тогда помог мне. Юридически, финансово. Он был единственным, кто поддержал». Юля помнила. Развод Елены был болезненным. Муж ушел к другой, оставив ее с ничем. «Мы сблизились», – продолжала Елена. «Сначала просто дружили. Потом, я знаю, это неправильно. Но я его люблю». «А как же я?» – прошептала Юля. «Мой сын? Наша семья?» «Иногда любовь важнее условностей», – холодно ответила Елена. Юля положила трубку. Внутри все горело. Предательство сестры – это было за пределами всяких человеческих представлений о морали. Родители.
Что скажут родители? Они всегда были образцом семейной любви и верности. Максим. Ее сынишка, оставленный у бабушки с дедушкой. План созрел мгновенно. Она наберет родителей. Заберет сына. Уйдет от Игоря. Начнет все с чистого листа. Но внутри что-то надрывалось. Боль. Предательство. Отчаяние. «Как так может быть?» – шептала она. «За что?» Тетя Валя, словно прочитав ее мысли, положила руку на плечо. Иногда люди перестают быть теми, кем мы их считали. Особенно, когда дело касается любви. Юля посмотрела в окно. Дождь закончился. Но внутри ее продолжался ураган. Телефонный звонок родителям дался Юле с невероятным трудом. Голос дрожал, слова едва выговаривались сквозь комок в горле. «Мама, папа», – начала она, – «мне нужно забрать Максима. Срочно». Отец Виктор Семенович первым почувствовал неладное. В его голосе появились суровые нотки. «Что случилось, доченька?» Юля замолчала. Как рассказать? Как объяснить? Предательство мужа – это еще полбеды. Но предательство родной сестры. «Игорь изменяет», – тихо сказала она. «С Леной». Повисла тишина. Такая плотная, что можно было ее потрогать руками. «Что ты говоришь?» Голос матери Нины Петровны дрогнул. Встреча в родительском доме напоминала военный штаб. За большим кухонным столом Юля, ее родители. На столе чай, который давно остыл. «Я всегда что-то подозревала», – тихо проговорила мать. У Лены были сложные отношения. После развода она стала другой. Отец молчал. Его массивные руки сжимались в кулаки. Виктор Семенович никогда не был человеком многословным, но его молчание было красноречивее любых слов. «Что делать будем?» – спросил он наконец. Максим играл на полу, не подозревая о надвигающейся буре. Его детский смех диссонировал с тяжелой атмосферой гостиной. Неожиданный звонок. Лена согласилась встретиться. Кафе в центре города – нейтральная территория. Юля пришла первой. Заказала черный кофе. Руки дрожали. Лена вошла в кафе, элегантная, уверенная в себе. Ее взгляд холодный, расчетливый. «Ты хотела поговорить?» Она села напротив. «Как ты могла?» – спросила Юля. Лена молчала. Ее взгляд не выдавал никаких эмоций. «Он помог мне, когда я была на дне», – наконец произнесла она. «Игорь был единственным, кто меня понял». «Понял?» Юля почти кричала. «Понял настолько, что спал с моей сестрой». Официант нервно косился в их сторону. «Любовь – это сложно. Ты не понимаешь», – ответила Лена, не отводя глаз. «А как же я? Наш сын? Наша семья?» – спросила Юля, чувствуя, как внутри все клокочет от ярости и боли. «Семья», – Лена усмехнулась. «Какая может быть семья, если нет любви?» Юля не могла спать. Ночи превратились в бесконечные часы мучительных размышлений. Каждый звук за окном, каждый шорох казался призраком прошлой жизни. Родители настаивали на решительных действиях. «Ты не можешь позволить им так с тобой обойтись», – говорил отец, его суровый голос дрожал от сдерживаемого гнева. Адвокат, к которому обратилась Юля, развел руками. Доказать измену непросто. Но мы можем начать процесс развода. Игорь, узнав о конфронтации, пытался звонить. Сначала умоляюще, потом угрожающе. Юля блокировала его номер. Максим – единственное, что ее сейчас интересовало. Жизнь разделилась на до и после. Юля переехала к родителям. Маленькая комната, детские игрушки Максима, старые семейные фотографии – все напоминало о прошлом. «Мама, почему так бывает?» – спрашивала она у Нины Петровны. «Как люди могут так предавать?» Мать гладила ее по волосам, как в детстве. «Любовь – странное чувство, доченька. Иногда она делает с людьми невозможные вещи». Игорь пытался восстановить отношения.
Звонки, сообщения, умоляющие письма. «Я все объясню», – твердил он. Однажды он приехал к родителям Юли. Виктор Семенович встретил его на пороге. Высокий, статный мужчина, некогда внушавший уважение, теперь казался жалким и потерянным. «Уходи», – коротко сказал отец. «Ты предал не только жену. Ты предал всю семью». Лена тоже пыталась оправдаться. Звонила, писала длинные сообщения. «Я не хотела причинять боль», – твердила она. Но боль уже была нанесена. Глубокая, незаживающая рана. Родители также перестали общаться с Леной, они не могли простить ее предательство. Психолог, к которому обратилась Юля, говорила о стадиях принятия потери. Шок. Отрицание. Гнев. Депрессия. Принятие. «Вам предстоит долгий путь восстановления», – мягко говорила женщина. Предательство – это не только боль. Это урок. Возможность переродиться. Юля слушала. Внутри нарастала какая-то новая, неведомая ранее сила. Через несколько месяцев Юля устроилась на работу. Юридическая фирма, удаленный формат. Максим под присмотром родителей. «Я не сломлена», – твердила она себе каждое утро. «Я сильная». Родители помогали. Поддерживали. Максим, единственный, кто не знал о семейной трагедии, продолжал радоваться жизни, изредка спрашивая про папу. Однажды к маме поступил неожиданный звонок от Лены. Другой тон. Не оправдание. Не извинение. «Игорь», ее голос дрожал. «Мама, он меня бросил». «Что произошло?» – спросила Нина Петровна. Оказалось, Игорь нашел новую женщину. Молодую. Амбициозную. Лена осталась одна. Точно так же, как когда-то ее бросил первый муж. Карма? Справедливость? Или просто жизненный цикл предательств? Странно, но однажды Юля поймала себя на мысли, что прощает. Не Игоря, не Лену, но себя, прежнюю. Слабую. Наивную. «Я больше не та женщина», – шептала она перед зеркалом. «Я другая». Максим подрастал. Умный, внимательный. Его карие глаза точь-в-точь отцовские. Но характер материнский, стойкий, сильный. Жизнь продолжается, не идеально, не сказочно, но продолжается. Юля написала книгу о предательстве, о силе, о возрождении. Издательство приняло рукопись. «Моя история может кому-то помочь», – думала она. Максим обнимал маму. «Мамочка, ты самая лучшая», – говорил он. И в этот момент Юля понимала, все, что с ней произошло, было уроком, болезненным, жестоким, но необходимым. И однажды она точно будет счастлива. Жизнь продолжается. Спасибо, что были с нами. Если эта история вас зацепила, поделитесь своими мыслями в комментариях, нам важно ваше мнение. Поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Пусть в вашей жизни будет больше добра, тепла и счастливых моментов. До встречи в следующем видео.